Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу рассказать вам, как из нескольких простых деталей сделать реле поворотов на любой там вам нужный автомобиль, мотоцикл, там, скутер, кому на что угодно. То есть делать мы будем реле из самых простейших деталей: конденсатор, релюшка, резистор, возможно, то есть как бы вот в данной схеме есть резистор включен, ну и лампочка, накаливание, естественно, или такая вот светодиодная лампа. То есть где я взял детали? Ну, естественно, как бы они у вас могут быть и куплены в магазине. Допустим, я взял релюшку с такой вот старой платы от какой-то сигналки в автомобиле. Дешевая китайская сигналка. Также я взял здесь резистор 100-омный. Итак, приступим к демонстрации работы данного реле. Выставляю 12,5 вольт, то есть как бы имитация автомобильного аккумулятора. Берем, допустим, конденсатор. В данном случае конденсатор 1000 микрофарад 25 вольт. Есть 2200 микрофарад 16 вольт. Также 1000 микрофарад 10 вольт. Ну, нам выше 12 вольт как бы нужно. Ну, попробуем даже вот этот. Как подключается? То есть, сейчас я нарисую схему, пока покажу принцип работы. Допустим, здесь мы подключаем в разрыв лампочку. И вот, собственно говоря, работа самого реле. То есть частоту миганий мы можем менять, допустим, меняя емкость конденсатора, то есть подбирая там, допустим, до 4000 микрофарад, или резистора. То есть в данном случае 100 Ом, можно поставить 200 Ом. То есть будет меняться как бы частота мигания, кому там какая нужна. То есть, ну, в данном случае реле мигает данного типа вот так. Как сейчас посмотрим, как мигает светодиодная. Ну, светодиодная у меня сделана совсем на другой основе. Ну как, основа в принципе та же, но схема другая. То есть здесь конденсатор 1000 микрофарад, ну полярный конденсатор, естественно, по-моему 16 вольтовый я не вижу, 25 вольтовый. Итак, здесь схема подключения другая, то есть плюс мы подключаем на нормально замкнутый контакт реле, а минус подключаем на минус конденсатора или лампочки. То есть мы видим, у нас как бы закоротил. Пошли импульсы. То есть как бы вот мигает оно вот в таком вот виде. Оно больше похоже на проблесковый маячок, вот такого вот типа релюшка. Итак, как я все это подключаю? Сейчас я нарисую схему. Прямо наглядно, чтобы это все было понятно. То есть начнем с первого типа. Включу пока паяльник, потом все мы подпаяем, как бы наглядно посмотрим, изменим характеристики конденсаторов, посмотрим, что будет. Рисуем схему. Так, собственно говоря, вот наше реле. Контакты. Крайний, нижний, нормально разомкнутый. Верхний левый нормально замкнутый. Минусовые катушки и плюсовые катушки. Дальше конденсатор. Конденсатор мы берем от 1000 до 4000 микрофарад. То есть в зависимости от того, какая частота мигания нам нужна. Соответственно, он должен быть от 16 вольт, так как мы используем сеть на 12 вольт. Ну, как бы может быть 25-35 вольт, то есть не столь там важно. Сам электролитический конденсатор, в нем есть полярность.
минус обозначен как бы вот серой полоской, и вот минус нарисованный, как бы, ну, соответственно, вторая сторона плюс. Это для тех, кто как бы далекий от этого, не знает, что это такое. Ну, то есть вот у нас минус обозначен, вот плюс. Дальше. Минусовый. С минусового контакта конденсатора мы подключаемся на минусовый контакт обмотки катушки реле. И с него же продлеваем до нормально разомкнутого контакта. Ну вот в данном случае я это сделал как бы с минуса на минусовой катушке реле и на нормально разомкнутый контакт крайний. Дальше. Второй контакт конденсатора плюсовой мы ведем на крайний плюсовой вывод катушки. Потом сопротивление. Сопротивление мы впаиваем на средний контакт, ну и крайний плюсовой катушки. Вот наше сопротивление. Сопротивление, то есть резистор. В данном случае 100 Ом. То есть может быть 200 Ом. Ну, то есть в зависимости как бы все-таки от частоты миганий, которые нам нужно, мы уже будем подбирать. Какое взять сопротивление, какой взять конденсатор. То есть можно менять частоту миганий как конденсатором, так и с резистором. То есть без разницы. Кому что удобнее и у кого что есть под руками. Дальше, как мы это подключаем? Мы подключаем плюсовой контакт от блока питания или аккумулятора, то есть неважно, что у кого есть, на центральный контакт. Вот сюда. Вот так мы его, допустим, выведем. Аккумулятор. То есть плюс аккумулятор. И далее мы на минус подключаем нашу лампочку. Один контакт лампочки на минус. А второй контакт лампочки мы подключаем на... Я подключу вот сюда, где изоляция, допустим, на нормально разомкнутый контакт реле. То есть вот у нас минус аккумулятора. С него мы подключаемся на нашу лампочку, на любой контакт, на минусовой лампочке, плюсовой, без разницы. Если это лампочка разжаривания, то есть как бы там роли не играет. Вот наша лампочка. И с лампочки мы второй контакт, второй, вот он, мы даем на, ну, как я сказал, нормально разомкнутый контакт релюшки. То есть сюда. Что мы имеем на выходе? Вот наша схема, как бы вблизи. Все нормально видно, все понятно, доступно, описано, без всяких заумных соединений. Как я уже демонстрировал, вот мы подключаем. Все, пошел процесс. То есть, плюс у нас подается на средний контакт. Со среднего контакта через сопротивление. Это все идет на крайнюю ногу, что запитывает само реле. Ну, то есть, заставляет его как бы мигать. Но при этом... Пошло напряжение на конденсатор, он заряжается и через минусовую ногу, то есть как бы дает импульс также на нормально разомкнутый контакт. Соответственно, у нас лампочка в это время мигает. Как бы вот одна схема у нас разобрана. Теперь можем приступить ко второй схеме. Можно еще попробовать отпаять, как бы поменять емкость конденсатора, то есть и вольтаж. Ну, это как бы чуть позже. Это уже много времени, в принципе, займет. Ну, кто захочет, тот посмотрит. В данном же случае, как бы, идет... Сейчас будем рисовать схему подключения вторую схему подключения. Вот наше реле. Ну, все то же самое. Нормально разомкнутый, нормально замкнутый. Ну и минус плюсовые контакты катушки. Здесь же мы подключаем конденсатор на... То есть минус конденсатора на минус... Вот наш конденсатор. Тоже мы как бы используем ту же самую емкость. От 1000 до 4000 микрофарад. И
допустим, 16 вольт. 16 вольт, там может быть 25 вольт. Ну и выше, то есть как бы это уже не столь важно. Главное, чтобы не ниже 16 вольт. Дальше. Это у нас минус, это плюс. Минусовый контакт мы подключаем на минус катушки реле. Плюсовый контакт мы подключаем на крайней катушке реле. Замыкаем здесь вот перемычкой на средний. Вот. Так как у нас от среднего до нормально замкнутого есть контакт, то на нормально замкнутый мы будем подавать плюс от аккумулятора. Вот. Это наш плюс будет входить от аккумулятора на нормально замкнутый контакт. Чтобы плюс пошел с нормально замкнутого, ну, мы его как бы используем как ногу. То есть не обязательно. Мы можем подать и плюс, и... Не, ну, в принципе, как бы, когда мы подаем, реле будет работать, здесь будет размыкаться. То есть будет он во время работы размыкаться. То есть мы подаем плюс сюда. Дальше. Лампочка. Минус лампочки мы, ну, как бы светодиодная лента. Мы используем светодиод. 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 То есть здесь также как бы есть полярность в светодиоде. Обязательно полярность. Мы... Надо было по-другому нарисовать. Ну хорошо. Минус светодиода мы подаем на минус. Либо сюда на ногу, как бы, ну, неважно, как бы у вас там получится. То есть именно вот сюда. Можно совместно. Вот у меня, в принципе, совместно оно и сделано. Все. А плюс от светодиода мы подаем на нормально разомкнутый контакт. То есть получается у нас следующая схема. Ну, естественно, сразу как бы все это... Ну, схема вот она как выглядит ближе на светодиод. Подключаем плюс на нормально замкнутый и минус на минус катушки реле. То есть все, мы видим, как бы пошло оно работать. Ну, данный как бы вид светодиодный, я не знаю, для чего использовать. Ну, кто для чего хочет, тот для того использует. Дальше. Сейчас я хочу отпаять, допустим, конденсатор 1000 микрофарад. Ну, в данном случае 16 вольт. Тут, ага, этот походу 25 вольт. Да, 25. Данный конденсатор, то есть как бы он времен царя Гороха. Я его выпаял из схемы какого-то радиоприемника несуществующей страны, то есть Советов. В данном случае где-то этому конденсатору лет 50. Ну вот видите, он прекрасно работает. Что на этом реле, что на этом. Эти конденсаторы прекрасно работают. Я его как бы замерял, его параметры, то есть параметры в идеале. Никаких проблем я абсолютно не видел. Ну, как, впрочем, и вы. Ну, давайте. Конденсатор как бы разрядился. Ну, в принципе, можно его еще чуть разрядить замыканием. Просто берем наш конденсатор. То есть отпаиваем его. Он как бы отломался, то есть слабо видно был припаян. Отпаиваем наш проводок. Ну, да, как припаялся. Хорошо. И берем как бы наш второй конденсатор. Можно его сразу припаять туда. Ну, хорошо. Не путаем полярность, потому что конденсатор полярный, электролитический. Если вы не хотите бах, поэтому паяем минус на минусовый контакт. Вот так оно будет нормально. А плюс, соответственно, на плюсовый. Данный эксперимент мы проводим для того, чтобы увидеть, как изменится работа устройства после смены емкости конденсатора. Итак, как мы уже подключали, плюс на нормально замкнутый контакт релюшки и минус. Видите?
как бы частота, получается, уменьшилась. То есть я все-таки думаю для светодиода попробовать использовать 470 микрофарад. В данном случае вот 470 микрофарад, 35 вольт. Вот мы его сейчас и используем. Увидим. Правда, я не знаю, рабочий он, не рабочий, как бы он валялся там у меня в запчастях. У меня там куча всяких выпаянных запчастей. Вот, отпаялась. Отпаялась. Обратно таки не путаем полярности, потому что это очень важно. Минусовый на минус. Ну и плюс. Блин. Ну вот. Как бы сейчас увидим, что из этого получится. Так. Вот. Вы наглядно видите, как изменилась частота. Частота изменилась. Ну, тут как бы такое на быструю руку сделанное. У меня оно чуть коротит. Вот, вы видите. То есть, как бы подбором емкости конденсатора, то есть мы в данной схеме можем менять частоту миганий. Все, понятно. Приступим ко второму. Ко второй релюшке. Ну, на вторую, я думаю, просто заменю сейчас я 1000 микрофарад. Заменю на 2200. Так, не путаем полярности. Есть. Нормально. Так, подключаем наш блок питания. В данном случае, в вашем же это может быть аккумулятор, что угодно. То есть на центральной релюшке, катушке сюда. Ну, здесь уже как получается. Ну, по фэншую как бы должно быть оно выглядеть вот так вот. Ну, разницы нету. Разницы нету. И подключаем. Сейчас у меня оборвался проводок, я слабенько его припаял. И подключаемся на нормально разомкнутый контакт. Вот. Что мы видим? Частота миганий получается уменьшилась. Ну, то есть как бы в данном случае емкостью конденсатора, то есть увеличивая емкость, мы уменьшаем частоту миганий. То есть увеличиваем интервал, разрыв между вспышками лампочки. Ну, то есть так как-то. Ну, в принципе, все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать кнопку колокольчик, чтобы не пропускать публикации новых видеороликов. Они у нас публикуются довольно-таки часто. Также прошу поддержать канал, рассказав о нем друзьям. Вам не сложно, мне приятно, как говорится. Ну и успехов вам, мирного неба. Спасибо за поддержку и внимание, господа. До скорой встречи.